Вчера одна из ракет, выпущенных боевиками Хамаса, попала в соседний дом от моего. Это случилось около 8 вечера. Сам я сейчас в Лондоне, о произошедшем узнал от близких. Сегодня мы запись не планировали, но события в Израиле развиваются быстро, поэтому записываем с улицы. Вчерашнее утро началось для Израиля с массированного ракетного удара. Вечером в сторону израильских городов пошли новые волны ракет. Всего за сутки боевики запустили по Израилю несколько тысяч реактивных снарядов. В конце дня одна из них попала в больницу в городе Ашкелон, ранив 6 человек. Север Израиля был обстрелян из минометов со стороны соседнего Ливана. Есть немалая вероятность, что там вообще откроется второй фронт. Дальше в ролике мы об этом поговорим подробнее. Сегодня в 22 часа по Москве должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Две новости приходят из Египта. Местный силовик расстрелял израильских туристов, а египетские власти заявили, что Израиль уже обратился к ним как к возможным посредникам в переговорах о судьбе израильских заложников и пленных. После вчерашнего вторжения боевиков Хамаса и исламского джихада еще не все израильские территории очищены от террористов. Сегодня утром появились новости о боях за кибуц Маген и о перестрелке на трассе под Ашкелоном. На территории, граничащей с сектором Газа, объявлена эвакуация. Впервые с 1973 года Израиль официально находится в состоянии войны. И у этой войны уже в первый день появился свой мрачный символ, который ясно дает понять суть произошедшего. Это бесчисленные посты в Фейсбуке, в которых израильтяне пишут о своих пропавших без вести родных и близких. Просят позвонить, если кто-то их видел. Эти посты массово репостят знакомые и незнакомые люди. Сейчас именно такими публикациями заполнены ленты соцсетей. По данным израильского государственного медиа Кан, к сегодняшнему дню погибших уже более 600, и, похоже, их будет больше. Для сравнения, в 2006 году в ходе Второй Ливанской войны Израиль потерял 165 человек убитыми за 35 дней. Есть истории с счастливым концом, когда человек, спрятавшийся от боевиков, спустя время обнаруживается целым и невредимым. Многие попадали в больницы. Минздрав Израиля сообщает, что раненых уже более 2000 человек. К сожалению, разыскать удается далеко не всех. Жуткий случай с музыкальным фестивалем, который проходил недалеко от границы с Газой. Видеозапись с людьми, которые через поле бегут от террористов, сделана именно там. Ворвавшись на фестиваль, хамасовцы захватили, по разным данным, от 10 до 20 человек. Весь мир облетели кадры с изувеченной 30-летней гражданкой Германии Шани Лук. Это, вероятно, еще далеко не высшая точка новой войны. Об этом мы сегодня и поговорим. На севере Израиль граничит с Ливаном. Там действует проиранская террористическая организация Хизболла. Цель у Хизболлы, как нетрудно догадаться, такая же, как и у Хамаса и исламского джихада – уничтожить Израиль. Группировка выступила с торжественным поздравлением в адрес Хамаса, сумевшего за сутки убить и пленить несколько сотен израильтян. На момент подготовки этого ролика Хизболла ограничилась минометными обстрелами израильской территории и получила ответный удар от артиллерии израильтян. Но нет никаких гарантий, что Хизболла не откроет второй фронт на севере Израиля. Более того, это можно было бы ожидать сейчас, когда армия Израиля стягивает свои силы к Газе. Угроза удара с севера очень высока. Жители ряда израильских северных поселений уже получили рекомендации эвакуироваться. Что характерно, Хамас и исламский джихад с одной стороны и Хизболла с другой исповедуют разные ветви ислама. Хамасовцы и джихадисты – радикальные сунниты, боевики Хизболлы – не менее радикальные шииты. Глобально в мусульманском мире идет долгая и порой очень жестокая борьба между суннизмом и шиизмом. В теории Хизболла вообще не должна быть союзником Хамаса и исламского джихада, но идея убить евреев и уничтожить Израиль их объединила. Шиитский Иран активно поддерживает финансами и оружием и Хизболлу, и Хамас. Для руководства страны уничтожение Израиля – это один из главных столпов государственной идеологии. Вокруг этой идеи строится современная иранская внешняя политика. Шиитский Иран готов поддерживать в том числе радикальных суннитов, если они заняты благим с его точки зрения делом – убийством евреев. На вопрос, зачем властям Ирана нужно убивать евреев и уничтожать Израиль, разумного ответа нет. У этой идеи нет каких-либо рациональных оснований. В прошлом видео мы говорили про сектор Газа. Формально это анклав частично признанного государства Палестина, но фактически президент Палестины Махмуд Аббас не имеет в Газе никакой власти. Регионом правят религиозные фанатики. Условно умеренный Аббас хозяйствует только в регионе Иудея и Самария, он же западный берег реки Иордан. Проблема в том, что в последние годы и на западном берегу реки Иордан положение престарелого палестинского лидера тоже стало очень шатким.
На подконтрольной ему территории очень сильны прохамасовские настроения. 88-летний Аббас не может не использовать в своей речи радикальной риторики. И пусть не он сам, но малоуправляемые прохамасовские силы могут открыть новый фронт против Израиля уже со стороны западного берега. Сообщается, что на западном берегу уже задержаны 19 предполагаемых боевиков Хамас. Итого у Израиля открыт фронт на границе с сектором Газа. Новые фронты могут возникнуть на границе с западным берегом реки Иордан, и, что особенно вероятно, на севере, в приграничье с Ливаном. Но и это еще не все. Возможно появление четвертого фронта, уже внутреннего. Более 20% израильских граждан, а это более 2 миллионов человек, являются этническими арабами. У арабов с евреями в Израиле равные права. Есть отдельные арабские школы и даже суды. При этом среди граждан арабов есть немало тех, кто сам, имея на руках израильский паспорт, не считает Израиль легитимным государством. Более того, в израильском парламенте есть арабские депутаты, которые искренне полагают, что никакого Израиля не должно быть в принципе. Издержки демократии. Высший суд справедливости считает, что политиков нельзя снимать с выборов за убеждения, даже за такие. Но ни в коем случае не надо думать, будто все арабы в Израиле сплошная пятая колонна. Это совсем не так. Большинство арабов интегрированы в израильское общество. Многие по своему желанию служат в полиции и армии, достигают высоких званий. Национальный герой Израиля – это араб Амир Хури, полицейский, который в прошлом году спас многих евреев ценой собственной жизни. И все же совсем не исключено, что среди 2 миллионов израильских арабов найдутся желающие поднять восстание и поддержать террористов. Среди небольшой части этих людей есть сильные прохамасовские настроения. В прошлые годы бывали случаи, когда часть арабов-израильтян поддерживали удары Хамаса по Израилю. Они выходили на улицы и устраивали масштабные беспорядки. Не единожды израильским политикам приходилось с трибуны взывать к агрессивным толпам. Что же вы делаете? Вы же сами граждане Израиля. Вероятность, что они откроют новый фронт внутри самого Израиля, есть. Это огромная угроза, и если она реализуется, Израилю придется бороться со своими же гражданами. Фактически речь о том, что на фоне внешнего нападения может начаться что-то типа гражданской войны. При этом всем надо сказать, что все описанные силы по военным параметрам несоизмеримы с армией обороны Израиля. Боевики Хамаса и Хизбаллы являются фанатиками, поэтому могут достигать иногда каких-то своих целей. Но у них нет авиации и полноценной артиллерии, и вести войну против Израиля они не могут. Как мы вчера увидели, они вполне могут делать вылазки за забор и убивать мирных людей, приехавших отдыхать на природе. И Израилю как-то придется решать эту проблему. Но речь не о полномасштабной войне против армии другого государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль с 7 октября находится в состоянии войны. Уже вчера был объявлен призыв резервистов из запаса. Они стали немедленно прибывать в войска. В первый же день войны армия обороны Израиля, она же Цахал, начала операцию «Железные мечи». Она охватывает как израильскую территорию, которую необходимо освободить от боевиков, так и сектор Газа. В городе Сдерот, это израильский город недалеко от Газы, боевики заняли здание местной полиции. Прошедшей ночью израильтяне приняли решение уничтожить полицейский участок вместе с засевшими в нем террористами. Большим успехом операции стало освобождение заложников в кибуце Беэри. Там израильские силовики, группа Ямам, специализирующаяся на освобождении заложников, смогла вызволить около 50 человек живыми. Аналогичная операция прошла в поселении Офаким. Кстати, Офаким – это более 20 километров от палестинского анклава, а террористы смогли дойти и туда. В случае с Беэри и Офаким речь о спасении заложников, которых боевики не угнали в сектор Газа. Неизвестное количество мирных граждан и военнопленных сейчас удерживаются в Газе. Биньямин Нетаньяху призвал мирных граждан сектора Газы, живущих рядом с объектами Хамаса, немедленно уехать. Очевидно, что заявление это бессмысленное. Никто не собирается уезжать, а если и соберется, то совершенно непонятно, куда им деваться. Газа – это небольшая территория с колоссальной плотностью населения. Нетаньяху произнес много громких слов, как и положено политику, чьи спецслужбы проспали вторжение в страну. Но реальность безрадужна. Сухопутная операция Цахаля в Газе, какой бы успешной ни оказалась, не решит главной проблемы – вызволения заложников. Их просто так не отыщешь среди бесконечных лабиринтов застройки и разветвленных подземных тоннелей. Сейчас заявленная цель операции «Железные мечи» – это подорвать военный потенциал Хамаса и исламского джихада, чтобы они в ближайшие годы не смогли терроризировать Израиль. О том, чтобы уничтожить эти группировки, речь пока не идет. Каких-то целей армия обороны Израиля, конечно, достигнет. У нее, как минимум, накопился солидный опыт ювелирных операций по ликвидации высокопоставленных боевиков. Но дальше все равно встанет неприятный вопрос переговоров с террористами.
Чтобы освободить израильских заложников и пленных, их, вероятно, придется обменять на тысячи боевиков. Причем никто не знает, сколько именно граждан Израиля сейчас удерживается в Газе. Сейчас премьер-министр и министр обороны Израиля делают очень воинственные заявления. Глава военного ведомства Йоав Галланд заявил, что террористическая группировка Хамас совершила серьезную ошибку, напав на Израиль. Но факт в том, что сейчас еврейское государство находится в крайне сложном положении. Есть реальная угроза на севере от Хизбаллы, нет никаких гарантий от проблем с западным берегом реки Иордан, в тылу велика угроза от своих же нелояльных граждан, а Хамас и исламский джихад, которые весьма преуспели в набеге на приграничные территории, теперь могут выдвигать Израилю свои требования. Главная слабость Израиля в этой ситуации является продолжением его главной силы. Эта страна обладает около нулевой толерантностью к людским потерям. Она будет вести переговоры с кем угодно, если это нужно, чтобы спасти своих граждан. И крайне вероятно, что Израилю рано или поздно придется пойти на уступки тем самым террористам, у которых главная цель в жизни – это уничтожение Израиля. Впрочем, о переговорах говорить еще рано. Сейчас в самом разгаре военные действия, и неизвестно, насколько они затянутся. А что происходит в самой Газе? В условиях очень плотной застройки мирные жители не могут не страдать от израильских ударов возмездия по объектам Хамаса и исламского джихада. Но Хамас и исламский джихад никогда не беспокоила судьба жителей Газы. Известно, да мы уже об этом не раз упоминали, что значительное число ракет, запускаемых боевиками по Израилю, падает в самой же Газе. Просто не долетают и убивают палестинских граждан. А уж израильские удары по хамасовским объектам и вовсе отличный материал для пропаганды. Такие инфоповоды помогают легко объяснить местным жителям, что, дескать, это Израиль на них напал. А Израиль не только напал на сектор Газа, а израильское правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии и товаров в Газу. Если эта практика затянется надолго, последствия для жителей анклава окажутся очень тяжелыми, они снабжаются через Израиль. Однако увидят ли жители сектора Газа причинно-следственную связь между нападением на Израиль и отказом Израиля делиться электричеством? Вряд ли. Напротив, это лишь породит еще большую нетерпимость местного населения к Израилю. Сложно представить, что после 16 лет пропаганды Хамаса жители сектора Газа вдруг осознают, что причиной их бед отнюдь не Израиль, а боевики, которые их используют. С тех пор, как в 2007 году Хамас захватил власть в Газе, спираль насилия только раскручивается. Террористы бьют по израильской территории, а израильские силы совершают ответные удары по хамасовским объектам. Появляются люди, желающие отомстить Израилю уже за эти ответные удары, и так по бесконечному кругу. Армия обороны Израиля использует разные приемы. Например, по жилому зданию, где боевики разместили склад боеприпасов, запускают сначала ракету без взрывчатки, пустую болванку. И только спустя некоторое время здание уничтожают. Делается это за тем, чтобы мирные палестинцы успели уйти. С этой же целью израильская армия рассылает на палестинские номера СМС-сообщения. Но это не панацея. Мирные палестинцы погибают и теряют жилье. А благодаря пропаганде, которая начинается буквально с детского сада, они не задают вопросов хамасовским властям. Да и попробуй задай, когда за такое могут и убить или с крыши сбросить. В завершении скажу пару слов по поводу некоторых российских пропагандистов и провластных деятелей. Их сейчас невозможно обвинить в антисемитизме или антиизраилизме. Они не радуются нападению на Израиль и убийствам израильтян. Такого в их риторике нет. Зато они транслируют какое-то восторженное злорадство в адрес граждан России, которые находятся сейчас в Израиле. Возбуждают к ним ненависть. А лояльная аудитория подхватывает настроение официоза и уже прямо желает страданий и смерти своим же соотечественникам. С Израилем все обязательно будет в порядке. За последние 75 лет он и не из таких передряг выбирался. А вот нашей стране стоит лишний раз призадуматься, сможет ли она жить дальше с теми ценностями, которые ей сейчас насаждают. До завтра.